Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши замечательные комментарии, за то, что делитесь сокровенным. Спасибо вам. Также благодарю за подписки, за лайки. Тема сегодняшнего расклада. Мужчина на грани нервного срыва. Сегодня мы узнаем, кто этот мужчина. Изначально вы, пожалуйста, подумайте об интересующем вас мужчине. Вспомните его глаза, улыбку. Сейчас я сделаю его сигнификацию, если совпадает. Ну, точно он пришел, на него похоже. Значит, смотрим расклад до конца, один вариант. Ну, дальше мы, соответственно, посмотрим, что, собственно, его привело к такому состоянию, почему он находится в таком состоянии, в чем это проявляется. Итак, думайте о мужчине, который вас интересует. Вспомните его глаза, улыбку, тембр голоса. Какой он, этот мужчина? Какой этот мужчина? Ух ты! Ядовитый, токсичный? Так. Для вас, скорее всего. Какой этот мужчина? Девочки, вот эта карта, она очень часто выходит на вас, на вашу сигнификацию. Эта карта называется Муза. Яркая, вдохновляющая, харизматичная, энергетически наполненная. Женщина, которая может, опять-таки, да, вдохновлять, вести за собой. Женщина умеет удерживать фокус внимания на себе. Так, знает женские хитрости, талантлива. Как райская птичка. Ну, тут характеристика еще этой женщины. Тут карта феечка. Это, скорее всего, женщина, знаете, ну, в хорошем смысле, мне хочется сказать, как нет мира сего. Явно она тут, вот по этим картам, она выделяется. Повторюсь, из толпы, из множества женщин. И плюс это еще карта. Это может быть как посланник высших сил, как будто бы она пришла в этот мир, знаете, при этом она несет частичку своего какого-то мира. Тут еще карта любовь. Может быть, так хотелось любви. Где-то эта история, вот почему-то мне за мужчину, да, я должна сигнификацию его делать. А мне вот такое ощущение, как будто бы женщина могла пострадать от взаимоотношений. Почему-то мужчина как закрылся от любви. Вот тут как щитом он закрывается, и свое сердце он замораживает. Может, сознательно отказался от любви к этой женщине, может, ну, не потянул, может быть, шансы не взяты, или взяты некорректно, как-то как это правильно сказать, изгажены. Так, давайте посмотрим, почему токсично, о чем? Токсичная любовь к этой женщине или о чем это вообще? Ну вот мне показано, смотрите, карта всадник. Это скорее всего проявление мужчины, как правило, да, так она проигрывается. Когда мужчина больше, ну, скажем так, заинтересован в женщине, не знаю, на начальном этапе или в принципе, да, это когда прискакал тогда и вовремя. Это потребительское отношение. Это больше по нижним чакрам удовлетворить свои потребности. То есть нет желания идти где-то в глубину, узнавать женщину, нет желания эти отношения развивать во что-то более серьезное. Формат отношений тут какой-то такой вот, ну, вот яркие встречи, переживания, и на этом все. Почему-то мне вот это вот показали. В этом токсичность. Ну да, карта доступность, смотрите. Тут сексуальное влечение, тут может быть страсть была и желание обладать этой женщиной. Вот он ее такое увидел, это, ну, повторюсь, как райская яркая птица какая-то. Вот такое желание, плюс ведающее еще. Ничего ж себе. Девочки, такое сочетание. Так, это подчинился он. Это она. О чем это?
Ух ты, как интересно. Я спрашиваю, это он попытался манипулировать, а тут карта сердца и карта гроб. Ну, давайте так, мужчина мог и сам подвлюбиться, неожиданно для себя. Больше привык по дьяволу. Знаете, правда, как потребитель, легкие связи ни к чему не ведущие. Но тут женщина необычная. Вот помимо вот этой яркости, внешности этой, помимо какого-то волшебства тут, может, у нее видение мира какое-то нестандартное, да, как, вот, при этом какое-то вот поэтому волшебное, да, феечка. Это, скорее всего, она видит мир, даже если рядом сочетание сердца открытое. Женщина видит мир лучше, чем он есть. Людей видит лучше, чем они есть. Ну, вообще-то мы смотрим мужчину. Ну, вот я даже спрашиваю. Все вокруг как будто бы этой женщины крутится. Изначально привлекательно, изначально были у него одни планы, одно видение ее, а тут оказалось по карте ведающая. Она обладает тайными знаниями, мудрая. Но при этом у нее какие-то проявления такие, как ребенок. В чем-то мудрая, загадочная, да, непрочитанная книга, а в чем-то как ребенок. Может быть, наивная, доверчивая, в чем-то как ребенок, возможно, сохранила вот это вот умение радоваться жизни, видеть это какие-то счастливые моменты в жизни, подмечать, фиксировать это. Вот как будто бы, ну, человек умеет радоваться жизни. Вот этот как-то внутренний ребенок это живет. Так. Вот. Ну, тут такое ощущение, как будто мужчина попытался проманипулировать. Я повторюсь, такая странная история. Тут могло быть созависимое отношение. Мужчина мог неожиданно для себя подвлюбиться. При этом было желание подчинить, заставить играть, как марионетка, дергать за ниточки по своим правилам. Ну, тут какая-то, аж повторюсь, форс-мажор. От страсти могло все, как по карте, карта сердца, могло все дальше пойти. Неожиданно для него. Но карта гроб говорит о том, что эта вся история как будто закончена. Вот уже не знаю, ну как-то так мне идет. Я вообще мужчину смотрела, тут он в основном все о женщине говорил, о какой-то. И сейчас мужчина закрывается, сейчас он это свое сердце, видите, оно как хрустальное, он пытается его заморозить. Для чего ты его пытаешься заморозить, это сердце? Карта якорь, потому что ему нужна стабильность, в том числе и материальная, в том числе, может быть, ну, стабильность во всех смыслах, да, не хотел бы быть подвержен каким-то, может быть, эмоциональным качелям. У меня выскакивает карта эмоций. Вот не хочу я. Ну, как будто бы человек считывает эмоции, то, что он может испытывать, это как слабость. Ну, как будто бы он говорит, ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому сознательно, да, ты заморашиваешь свое сердечко. Вот от вас он это закрывает, это сердце. Ваша карта пришла. Вопрошающий. Да, такой товарищ у меня пришел. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Давайте посмотрим. Мужчина на грани нервного срыва. В чем это проявляется у него? Да, в чем это проявляется? Так, вот посмотрю. В чем это проявляется? Так, мужчина на грани нервного срыва. В чем это проявляется? В чем это проявляется? Ничего. Так, странные карты такие. Так, мужчина на грани нервного срыва.
Так, в чем проявляется? Его какая-то мечта, цель, к которой он идет по карте звезда. Ну, разного рода, может быть, там, желание, может, рост карьерной лестницы у кого-то, ну, разные мечты. Денег накопить больше. Так вот, тут как будто бы очень много страхов связано. Прежде всего, как-то так интересно, как будто бы... Так, тут смотрите, он как будто сидит такой ребенок с ободранными коленями, разорванными штанами и оплакивает. Оплакивает что? Какие-то несбывшиеся, ну, назовем это мечты, да, вот, то есть и планы какие-то, которые он строил. При этом сейчас я спрошу. Тут карта на самом деле хорошая, карта морали, покровительства высших сил. Знаете, как будто бы он может бояться, даже он говорит, может быть, я своим каким-то поступком, как вам сказать, страхи по поводу того, что он неправильный поступок совершил какой-то. И тем самым он как будто бы лишился покровительства высших сил. Там, где он должен был, карта мораль, где-то поступить по велению сердца, ну, скажем так, вот какое-то ощущение у него есть того, что он поступил неправильно, не так, как он должен был поступить. Вот, и вот тут страхи с этим связаны. И в связи с этим он говорит, может быть, поэтому мои какие-то планы, мечты о чем-то, они как будто бы отодвигаются, не реализуются сейчас. Так. Почему? Не знаю, тут какая-то такая странная тоже история. Это ему предлагают что-то. Находится. Ну, тут может быть мужчина интересен для многих женщин. Если раньше он много времени проводил в каких-то веселых компаниях, то сейчас почему-то он как такие интересные карты. Смотрите, был по тройке кубков, тут веселые девушки, общение, веселое времяпровождение какое-то, легкое. Может быть, раньше он как будто бы был, ну, постоянно в каких-то шумных компаниях, одним из участников, мог сам инициировать. То сейчас как будто бы очень быстро в его жизнь влетает что? Эти изменения какие-то. Вот смотрите, дальше тройка кубков, а дальше идет четверка кубков. Как будто бы ему могут предлагать опять-таки то ли какие-то опять легкие форматы, то ли предлагать встречи, какие-то общения. А эта карта говорит о том, что он отказывается от этих шансов. Почему-то он это все не берет. Сейчас как будто бы это все. И это каким-то образом связано с тайной историей по карте замок и с воительницей. Женщина, которая сейчас, мягко говоря, к нему очень настроена серьезно. Женщина, которая сейчас все свои эмоции держит под контролем. Женщина, которая смотрит на него, анализирует поступки его, проявления его. Ну, тут женщина сейчас к нему с холодным каким-то рассудком, сердцем, со здравым смыслом, как-то таким вот четко, вот, как будто бы она все пропускает, анализирует, она не дает слабину ни себе, ни ему. Вот тут вот так как-то мне идет. Это какая-то вот история с этим связана. Подпишись на канал и поставь лайк. Я не знаю, почему он сейчас отказывается. Почему ты отказываешься от каких-то этих веселых времяпровождений? О чем это? Почему? Карта князь и что? Защита. Тупик. У кого-то тут прям пройдет, знаете, по карте князь, как будто бы он говорит,
Ну, мне сейчас какой-то такой период, где мне трудности не нужны. То есть это веселые компании, это чревато. Даже если друзья как-то зовут, да, то он почему-то защищается, он говорит, карта горы, трудности. Скорее, что вот после вот этих вечеринок, после этого веселого провождения, на сердце тяжело, легче не становится, как-то так вот. Он как будто защищается. Борьба, тупик. Ну, как будто бы облегчение эти встречи, какое-то легкое времяпровождение не приносит какой-то легкости. Опять у меня карта какая-то борьба, талисман и сон. Скорее всего, ощущение такое, карта талисман, если раньше он чувствовал опять это покровительство высших сил, если талисман, это часто считывается у меня женщина, которая находится рядом, и женщина, которая может, знаете, как где-то оберегает даже, где-то женщина, которая приносит удачу. То сейчас мне так кажется, что у него он поэтому так и считывает, что вот этот талисман, он как исчез. И все как сон. То ли он может говорить о том, что эту женщину он может сейчас только во сне как будто бы видеть. Так, о чем это еще? Хотелось бы ему легкости бытия. Он ищет вот карта цикличность, но какие-то, может быть, подсказки. Может быть, вот как колесо фортуны ждет, что прокрутится, пройдет какой-то этап в его жизни и в социуме, может, в реализации, может, построение этой карьерной лестницы, да, карабканье по этой карьерной лестнице, ему станет легче. Одуванчик, ему катастрофически не хватает какой-то легкости. Так. Еще тут какой-то вот так фоном идет, знаете, рождение карта, наигранная святость и балансирование. Скорее всего, это идет как будто бы даже, я не буду говорить самобичевание, да, у него накручивание, ну, как идет анализ, может быть, своих поступков, рождение, может быть, взгляд на себя со стороны, подведение итогов. Где-то у него, знаете, когда же открываются глазки, скорее всего, на самого себя, на истинные мотивы его поступков. У нас же тоже так иногда бывает. Мы совершаем что-либо, потом через многие годы приходит резко, может быть, осознание того, почему я так поступил на самом деле, да, истинные мотивы. Вот тут что-то такое вот. И вот как будто бы отчасти вот эта карта мне говорит о том, что ему очень не нравится то, до чего он там докопался, до истины какой-то, видение себя, видение вот истинных этих мотивов. Если была влюбленность с любовью, он мог отказаться. Это можно тоже считать как предательство. Где-то если опять выбрал стабильность, материалку вместо там попыток построить какие-то новые, может, снова с чистого листа отношения, да, то есть то же самое, может быть, это как трусость, где-то желание вот остаться в этой зоне комфорта пресловутой. Почему-то тут наигранная святость, это как лживость, это как подмена понятий, это как двойные стандарты. Опять-таки, этому мужчине очень важно в социуме показывать одно свое лицо, на самом деле как будто бы он даже от самого себя скрывает свое истинное. Ему не хотелось бы это все, знаете, на обозрение публики выносить. При этом истинная цель этого всего, вот он понимает, балансирование, это как где-то приспособление к ситуации, это где-то умение и желание выжить и выйти из каких-то ситуаций с минимальными потерями. Тут так вот как-то. Вот у меня такая вышла ситуация, девочки. Почему мужчина на грани нервного срыва? Потому что как будто бы тут, знаете, от самого себя не уйдешь. Ты можешь там врать кому угодно, скрывать что-либо, но когда ты остаешься самим собой наедине,
будто бы вот тут вот такая ситуация, мужчину периодически накрывает, и он, хочешь не хочешь, сам себе задает вопросы, и сам на них отвечает уже. Тут правда. Самое печальное, это когда мы обманываем самих себя. Ну, тут что-то такая какая-то история у меня проигрывается, девочки. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!